Что может быть эмоциональнее, чем оглашение пожизненного приговора, когда ты все еще ребенок? Вся твоя жизнь пройдет в неприветливой камере. Ужасно, не так ли? Но и поступки у этих детишек соответствующие. Я покажу вам самые эмоциональные реакции подростков на оглашение приговоров. А в конце покажу девочку, которая организовала убийство с ограблением, заплатив другим детям-участникам всего по $50 на конфеты. Поехали! Итак, начну с Шондала Джексона. Вот кадры из суда округа Милуоки, где ему оглашают приговор за убийство студента университета. По сообщениям, 18-летний Джексон и его друг выбирали себе жертву, когда увидели, как Натан Поттер покидает бар. Его 21-летняя жертва была студентом колледжа университета Висконсина-Милуоки. Парни преследовали его, напали и потребовали деньги. Узнав, что у Поттера нет наличных, Джексон выстрелил в него, что привело к его смерти. Официально сообщается, что Джексон скрылся в Миссисипи на следующий день после убийства Поттера. Дядя Джексона, по сообщениям, дал подсказку полиции о его местонахождении, где того и арестовали. На суде можно увидеть, как Джексон жестикулирует в сторону семьи жертвы, и когда его выводят из зала суда, он им улыбается. Мгновение перед вынесением приговора мать Джексона говорит суду, что впервые услышала об убийстве по телевизору и даже заплакала, думая о том, что воспитала убийцу. Она сказала: «Я никогда не подозревала, что мой ребенок имеет к этому отношение. Мой сын не монстр. Он не монстр». Сейчас Джексон извинился за содеянное. «Прошу прощения за свои поступки, пожалуйста, не отбирайте у меня жизнь». Когда судья огласил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, у Джексона произошел настоящий всплеск эмоций. При задержании Джексона слышно, как один из его родственников кричит в сторону семьи жертвы. В итоге Джексон сейчас отбывает пожизненное заключение без какого-либо права на условно-досрочное освобождение. Его друг признал себя виновным в роли наблюдателя при убийстве и был приговорен лишь к 12 годам тюремного заключения. Но поверьте, это еще не самая эмоциональная реакция и жестокий ребенок из тех, про кого я вам сегодня расскажу. А это Дилан Шумейкер в суде Буффало, Нью-Йорк. Он находится на слушании по делу о второй степени убийства после того, как был признан виновным в убийстве 23-месячного ребенка в возрасте 16 лет. Зачем он это сделал? Сейчас расскажу. Шумейкер присматривал за ребенком своей девушки, когда она ушла на работу в тот вечер. Он находился в доме в Спрингвилле, который делил с родителями. Поздним вечером Шумейкер избил ребенка, и в результате полученных травм малыш скончался. Позже Шумейкер был арестован и обвинен в убийстве младенца, а также в издевательствах над ребенком. Шумейкер, по его собственным словам, пытался заставить ребенка перестать плакать и не хотел навредить ему. Якобы тот умер случайно. Верим? Вот и присяжные не поверили ему. И Шумейкер был признан виновным в убийстве второй степени. Следите внимательно, когда Шумейкер входит в зал суда. Даже прежде чем он успел усесться за стол защиты, он начинает плакать и извиняться перед всеми. «Я не хотел убить Остина. Я действительно не знал, я действительно думаю, что я этого не сделал. Я не хотел ему навредить». Когда Шумейкер ожидал своего суда, он разговаривал по телефону со своей матерью, и этот разговор был записан. Что сказал Шумейкер своей матери по телефону? «Я 16-летний блондин. Наверное, все, что мне нужно сделать, это заплакать перед присяжными, и они почувствуют жалость». И это судья зачитал дословно в зале суда, после чего парень опять разрыдался. «Я не могу этого вынести. Что я натворил? Я пожертвовал бы своей жизнью за Остина». В истерике кричал тот. Позднее Шумейкер был приговорен к максимальному наказанию, которое предусматривает неопределенный срок заключения с максимальным сроком пожизненное заключение. Суд установил минимальный срок в 25 лет. Но позже этот приговор почему-то был изменен от 18 лет до пожизненного заключения. Рэйчел и Шейла предстали перед судом по обвинению в убийстве своего друга, когда им было всего по 16 лет.
Зачем они это сделали? Их задумка заключалась в том, чтобы спрятать ножи под одеждой и напасть на Скайлера в оговоренный момент. В городе Стар-Сити, Западная Вирджиния, Ча и Эдди были друзьями со 16-летней Скайлер Ни. По сообщениям, Рэйчел и Шейла решили, что им больше не нравится Скайлер, поэтому они запланировали убить ее. Шейла, Эдди и Рэйчел вместе осуществили этот план. Они нанесли ножевые раны и убили Скайлер. После признания Ча оба подростка были арестованы. Ча согласилась признать себя виновной в убийстве второй степени в обмен на сотрудничество в деле. «Я так сожалею, я не знаю, есть ли правильный способ сделать это извинение, потому что нет слов, чтобы описать вину и раскаяние, которое я чувствую каждый день за то, что сделала. Я причинила боль семье и тем, кто любил Скайлер. Я причинила боль моим родителям и опозорила свою семью. Пусть Бог принесет вечный покой Скайлер и всей семье Ни». После заключения сделки с прокурором судья объявляет приговор Ча. Рэйчел Ча, судом вам назначено отбывать наказание в тюрьме штата Западная Вирджиния в течение 30 лет, но у вас будет возможность условно-досрочного освобождения через 10 лет. Для Эдди было схожее решение. Судом вам назначено отбывать наказание в тюрьме штата Западная Вирджиния до конца вашей естественной жизни. Этот приговор является технически милосердным, что делает вас подходящим к условно-досрочному освобождению после того, как вы отбудете определенное количество лет. Это Брэндон Спенсер в суде округа Лос-Анджелес, где он был обвинен в 4 случаях покушения на убийство. Парень устроил массовый шутинг. В хэллоуинскую ночь 19-летний Спенсер посетил переполненную вечеринку на кампусе Южного Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Внезапно прогремели выстрелы и началась дикая паника. Все разбежались, кто в ужасе, а кто просто спрятался. По сообщениям, Спенсер тоже убежал, но его остановили на парковке в полумиле от места происшествия, где его задержала полиция для дальнейшего допроса. Через несколько дней он был обвинен в 4 случаях покушения на убийство. 4 человека были ранены, но, к счастью, никто из них не погиб. Стрельба стала результатом конфликта между Спенсером и членом конкурирующей банды. «Я неплохой человек, но я совершил ошибку», – говорил Спенсер. Он доказывал свою невиновность на протяжении всего процесса, но присяжные не согласились с ним, и он был признан виновным в покушении на убийство второй степени. Почти 50 членов семьи и друзей наполнили зал суда, когда судья оглашал приговор. Судебные офицеры вынуждены были удерживать Спенсера, когда он бился головой об стол. По сообщениям, Брэндону был вынесен приговор от 40 лет до пожизненного заключения за 4 случая покушения на убийство. Ну а мы с вами идем дальше. Это Мартица Фуллер в суде округа Кеноша, штат Висконсин. Его обвиняют в убийстве бывшей девушки и попытке убийства ее матери. По сообщениям, 15-летний Мартица Фуллер проник в дом своей бывшей подруги, вооруженный пистолетом. Когда его бывшая девушка слушала музыку в своей спальне, он застрелил ее. Мать вышла из своей спальни и столкнулась со стрелком. Он среагировал 2 выстрелами. Мать выжила после стрельбы и опознала Мартица Фуллера перед полицией. Парень заявил о своей невиновности, но присяжные не согласились. «Мы, коллегия присяжных, находим подсудимого виновным в убийстве первой степени», – заявил суд. После того, как они признали Фуллера виновным по 3 статьям, он впервые проявил хоть какие-то эмоции на суде. Хотя даже во время вынесения ему приговора Фуллер продолжал утверждать, что он невиновен, и за мгновение до того, как его отправят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, он составил заявление для судебного заседания. Я хочу написать это, чтобы выразить свои искренние извинения этой семье, с которой я когда-то проводил время и которую любил. Я искренне сожалею о боли, которую вы все пережили. Но что более важно, о потере моей бывшей подруги Кейли, которую я тоже очень любил. Но я должен продолжать стоять на своей невиновности, потому что я невиновен, и я надеюсь, что вы все в конечном итоге сможете увидеть в своих сердцах, что я не тот человек, за которого меня приняли в СМИ. Судья озвучил приговор. Я не имею возможности верить вам на слово, верить, что вы никогда больше не совершите такие поступки. Поэтому в интересах защиты общества, учитывая серьезность этих поступков,
суд обязывает вас к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение». Фуллер выслушал это молча, без какого-либо раскаяния. Ужасно, не так ли? А что скажете про самоубийцу, которая решила прихватить еще и своих друзей? Это Маккензи Шурила. Ей всего 17 лет, и ее признали виновной в убийстве. Каком? Она устроила автомобильную аварию, в результате которой погибли ее парень и его друг. Маккензи решила, что смерть – это ее конечная цель в тот день. Это было не просто опрометчивое вождение, это было преднамеренное убийство. Парень Шиллы, Доминик Руссо, и его друг Дэйвин Флэниган находились в машине, когда она врезалась в бок коммерческого здания за пределами Кливленда со скоростью 160 км в час. Оба мужчины погибли на месте происшествия, а Шурила выжила. Звучит как насмешка судьбы. Прокуроры утверждали, что у подростков были токсичные отношения, и она не раз угрожала своему парню, угрожала его собственности, а по сообщению друзей даже проникала к нему в дом. Девушка устроила аварию специально, потому что хотела убить своего парня, а его друг был лишь случайной жертвой. Прокурор сказал: «Намерение было очевидно, когда мы видим видео. Вы видите, как она ведет себя очень спокойно, поворачивает направо, а затем все доказательства указывают на то, что она немедленно нажимает на газ и врезается в здание со скоростью 160 км в час. Я считаю, что это действительно демонстрирует нам, что это не было случайностью». За несколько дней перед аварией она предположительно прошла тот же путь, чтобы спланировать преступление. Но какой же огласил суд вердикт? По первому пункту суд признает подсудимую Маккензи Шурилу виновной в убийстве Доминика Руссо. По второму пункту суд находит Маккензи Шурилу виновной в убийстве Дэйвина Флэнигана, после чего Шуриле дали возможность высказаться. «Я так сильно сожалею. Я надеюсь, что когда-то вы сможете понять, что я никогда бы не допустила этого намеренно. Я желаю, чтобы я могла вспомнить, что произошло. Я просто так сожалею, я разбита внутри». На что судья заявил: нет медицинских причин, которые могли бы объяснить это как случайность. Неудачная попытка самоубийства не является защитой от убийства. Есть очень большая вероятность, Маккензи, что вы проведете оставшуюся жизнь в тюрьме. Ей был вынесен приговор на 15 лет заключения по каждому из обвинений в убийстве, который будет отбываться параллельно. А это Джереми Гудейл и Вильярд Миллер, и им всего 16 лет. И оба обвиняются в убийстве своего учителя испанского языка в средней школе. По сообщениям, причиной преступления стала плохая оценка. Мило, да? Миллер и Гудейл учились в школе Фэрфилд в юго-восточном штате Айова, где Ноэми Грабер была их учителем испанского языка. После того, как Миллер получила плохую оценку, он и его друг Гудейл запланировали ее убить. Они подкараулили ее, когда она прогуливалась в парке, и напали на нее, ударив в затылок. Потом они затащили ее в лес и избили до смерти бейсбольной битой. После этого попытались спрятать ее тело. Позже оба парня были арестованы, и судебные документы утверждают, что свидетель, знакомый с Гудейлом, показал правоохранительным органам сообщения в Snapchat, которые свидетельствовали об их участии в убийстве. Гудейл впоследствии признал себя виновным и выступил против своего лучшего друга Миллера. Он свидетельствовал, что понял, что у Миллера было намерение убить миссис Грабер. После этого Гудейл признал себя виновным в убийстве первой степени. Вот слова Гудейла по поводу своего преступления. «Я много думал, что сказать, и я искренне сожалею. Каждый день я мечтаю вернуться назад и остановить себя. Я не могу понять, как потерять близкого человека таким ужасным образом». Судья вынес суровый приговор. Подсудимые должны быть осуждены на пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Гудейлу повезло еще меньше, ему дали пожизненное с возможностью освобождения лишь через 35 лет, хотя, судя по кадрам, его это не особо задело. Дженнифер Ми из Пинелоса всего 19 лет. Она была арестована по обвинению в убийстве первой степени. Когда ей было 15 лет, она стала очень известной из-за мемов и репортажей про свою необычную икоту.
Ее даже изначально называли икотной девочкой, но все это закончилось, когда ее приступы прошли. СМИ перестали проявлять интерес к ней, пока ее не арестовали. Девушку обвинили в том, что она устроила ограбление с жертвами, которых она встретила в интернете. По сообщениям, она вербовала своего тогдашнего парня Ламонта Ньютона и еще одну подругу, Лорен Рейфер, чтобы помочь ограбить жертв. Мия встретилась с 22-летним мужчиной, которого она встретила онлайн, и заманила его в пустой дом, где двое ее друзей ограбили и застрелили мужчину. За ограбление и убийство им заплатили $50. Ми, Рейфер и Ньютон жили вместе, и полиция не сразу смогла выйти на эту юную банду. Когда Ми была впервые арестована, она находилась в тюрьме и разговаривала по телефону со своей матерью, где призналась в своем участии. И этот разговор оказался записан. Ми была признана виновной в убийстве первой степени. Вот кадры оглашения приговора. «Прошу вас подойти к месту, пожалуйста. Суд признает вас виновной в убийстве первой степени, мисс Ми, и приговаривает вас к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. У вас есть 30 дней на подачу апелляции». Ее сообщники Рейфер и Ньютон также были признаны виновными в убийстве первой степени и приговорены к пожизненному заключению. Видно, как девушка разрыдалась, понимая, что проведет всю свою оставшуюся жизнь за решеткой. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Во мне боролись двоякие чувства во время подготовки к этому видео. Вроде ребенок полностью теряет свою жизнь, а вроде они этого и заслужили. Если вам интересна эта тема и хотите вторую часть, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, для нас это будет неким маяком. Спасибо за просмотр, берегите своих близких и до встречи в новых выпусках. Пока!